Привет. Начнем знакомство, естественно. Те, кто меня не знает, очень приятно познакомиться. Меня зовут Игорь. Я в HowlLab уже более полугода как графический дизайнер. Это уже второй мой доклад. Первый был про выразительность, а второй про контекст. И если бы это был цикл передач, условно говоря, то, наверное, я бы начал с контекста, так как на нем очень многое базируется в дизайне. Сегодня будем об этом говорить. Определим, что это, определим важность в этих всех вещах, выделим самое главное, самое нужное, научимся определять, поймем, как это делать, и немножечко зацепим жизненные аспекты, приведу пару примеров из жизни. Мучить вас не буду, в этот раз без интерактива. В принципе, просто попрошу послушать, посмотреть. Вам приятного аппетита, приятного прослушивания и просмотра. Итак, значение контекста в дизайне и жизни. Давайте начнем с того, что определим, что же такое контекст. Понятие довольно глубокое, довольно обширное, и под каждую сферу деятельности оно адаптируется по-своему и имеет какие-то ключевые моменты в каждой сфере свои. Я буду рассказывать через призму дизайна, но я думаю, что если вы подставите то, что вам более, может быть, интереснее или же более близко, то все равно информация будет складываться воедино вообще без каких-либо проблем. Так вот, контекст — это совокупность обстоятельств и событий, которые окружают объект информации наш и отвечают на такие вопросы: для чего, для кого, где и при каких условиях. Это говорит о том, что эти вопросы довольно универсальны. И не факт, что они все необходимы в каком-то ключе, в каком-то моменте. И не факт, что их будет так мало. То есть эти 4 — это точно столпы, на которых стоит контекст. Но их может быть и больше, их может быть и меньше. И это же выясняется, пока вы отвечаете на эти вопросы. Здесь есть небольшой рисуночек. Он помогает нам кое к чему прийти. А именно, если представить, что дизайн — это информационный продукт, то хороший дизайн учитывает контекст, а отличный к нему адаптируется. То есть хороший дизайн, он находится в поле контекстуальном, но именно на стыке рождается отличный дизайн, потому что на стыке находится тот контекст, который подходит просто максимально близко к нашему хорошему продукту, и без того хорошему продукту. Сейчас я определил эпитеты, то есть я уже говорю о каком-то хорошем, вакуумно хорошем дизайне, отличном дизайне. Отсюда следует, что контекст имеет еще одно определение, еще одну функцию, довольно важную. Это то, что контекст определяет метрики, используемые для измерения успеха дизайна. Без учета контекста практически невозможно определить, какой из двух вариантов лучше. Двух или более, поскольку существует очень мало критериев для сравнения, помимо общей визуальной привлекательности. Это речь о том, что бывает даже часто в работе такое, что заказчик просит нас сделать несколько логотипов. Это не потому, что ему один из них точно не понравится, или же он ничего не поймет. И он пытается добавить контекста в происходящее для того, чтобы выдвинуть какую-то свою оценку. То есть сейчас на примере будет немножечко понятнее. Если мы возьмем знак и просто его покажем, то, не знаю, для меня это сравнимо с каким-то предметом искусства. Все, что ты можешь сказать о нем, это, то есть, красивый он или некрасивый, переплести туда свои какие-то вкусовые предпочтения, свои взгляды на это.
То есть отсутствие контекста не дает возможности в полной мере насладиться этим продуктом информации, который здесь находится. Можем сказать красиво, хорошо. Вот, но если же мы наш продукт информационный погрузим в контекстуальное поле, в данном случае, в этом примере, это лендинг, или же пример первого блока сайта, то уже многое становится на свои места. То есть, например, здесь я провожу уже аналогию с тем, что это похоже на собачий нос. То есть логотип уже имеет какой-то символизм. Как он сочетается с другими элементами, какое настроение он несет. Ну и, естественно, визуальная привлекательность. То есть уже проще и легче оценить то, что мы создали. Таким образом, есть у нас критерии оценки дизайна. Первое из них — это определен ли контекст. То есть дизайн оценивается в контексте. Под контекстом понимается ситуация, в которой будет использоваться дизайнерское решение. То есть это не просто определен ли контекст. Не просто среда, в которой он находится, а именно насколько хорошо она подобрана, та или иная среда. То есть это зависит уже от неких поставленных задач. Поэтому второй критерий для оценки — эта задача должна быть решена. То есть дизайн нет смысла обсуждать, если он не является решением поставленной задачи. Обсуждать можно только одно: решена задача или нет. Без задачи дизайн можно считать предметом искусства, наверное. И то, если он, смотря как он выполнен, и то, как он подан. То важно не забывать в таком случае, что контекст необходимо учитывать практически на всех этапах проектирования дизайна. То есть начиная от идеи, заканчивая реализацией и даже его оценкой. То есть то, что работает в одном контексте, не факт, что будет работать в другом, и наоборот. То есть особое внимание необходимо уделить именно тому, где этот дизайн будет находиться. То есть презентуете логотип, будьте добры его сразу же добавить туда, где он будет смотреться чаще всего, или же чаще всего с ним будут сталкиваться пользователи. Таких примеров очень много. То есть мы можем уже определять, если помните эти вопросы, которые были в самом начале, мы можем уже определять благодаря им, где должен быть наш с вами продукт информационный. То есть тут можем сказать о том, какова же все-таки фундаментальная задача дизайна. То есть это узнать, как с помощью данных о предыдущем поведении и бизнес-логике заставить вещи работать автоматически или максимально к этому близко. Довольно неоднозначное выражение, подумал я, когда узнал о нем. Почему? Причем здесь автоматизация и тому подобное. И понятно, почему здесь бизнес-логика, потому что у дизайна появляются задачи, и очень многие задачи связаны с заработком, то есть предыдущее поведение — это как раз-таки то, что проявляет контекст в первую очередь. Мы берем старый опыт и натягиваем на новый. Или же формируем новый опыт за счет старого. Я далеко убежал вперед. У нас уже это даже половина, наверное, того, что я бы хотел рассказать. Сейчас будет дальше самое важное. А пока хотел бы узнать, все ли понятно, все ли хорошо. Вот большой фидбэк. Давайте же разбираться, что тут дальше. У нас есть эти 4 вопроса. Они нам помогут определить контекст довольно четко, довольно точно. Как это работает? То есть, задаваясь вопросом «для чего?», мы, скорее всего, узнаем, какие задачи стоят перед бизнесом, какие задачи стоят перед человеком. Это, опять же, это натягивается на жизненные ситуации очень просто. Какие задачи стоят перед этим? То есть это, по сути, определить цели. То есть цели, куда двигаться, куда идти.
с какими проблемами там столкнулись. Возможно, эти же задачи уже кто-то решал, и у него возникли сложности, поэтому нужно тоже выяснить, проработать их. С какими проблемами сталкивается его аудитория. То есть есть не только цель дизайна, не только тот, для кого мы делаем, но еще и окружение какое-то. То есть мы плавно из одного вопроса перетекаем в другой. То есть для кого? Что из себя представляет будущий бренд, да, если это дизайн? И кто его целевая аудитория? То есть это те же портреты клиентов, пользователей, это какие-то психологические анализы, это какие-то тесты для сайтов и так далее и тому подобное. То есть определить вот эту гуманистическую часть происходящего. Третье, где? Это уже среда обитания бизнеса, это среда обитания его аудитории. То есть все, о ком мы узнали для чего, мы узнали для кого, и эти самые кто, они где-то же находятся, они находятся в воздухе, то есть это тоже должны выяснить. И при каких условиях? А это уже скорее глубина. Это вот тот момент стыка наших задач и решений будущих между тем, для кого мы это делаем. То есть это точки соприкосновения, условно, аудитории с бизнесом. Это эмоциональная составляющая, это техническая составляющая. Это относительно разработчиков, допустим. То есть те же технологии, на которых будет написан сайт, или же дизайнеры, которые учитывают не только окружение, не только где это находится, но и в целом окружение. То есть если половина билборда будет закрыта деревом, то кто увидит эту рекламу? Никто. Как бы либо дерево спилить, либо на другом билборде вывесить рекламу. И вот такие вот тонкости выясняются благодаря подобным вопросам, благодаря ответам на них. Вот. Есть замечательный пример того, как большие информационные компании постоянно и регулярно учитывают контекст даже в мелочах. Есть вот такой вот продукт от Гугла, это термостат. Если вы далеко от термостата, то он крупно показывает информацию. Показывает там сколько градусов обогрева. Но если вы подходите к нему ближе, то он уже начинает показывать детали, такие, которые не сразу необходимы. То есть не сразу тебе нужно знать там уровень влажности, какой сегодня день, какое время. Вот, поэтому учтены все вот эти вот моменты. Для чего, для кого, где и при каких условиях. Для того, чтобы разработать данную функцию. Она не просто возникла из ниоткуда. Это было бы невозможно. Даже не стояла бы задача так сделать. Вот. Тем не менее, сейчас уже есть такая функция, и, естественно, это хорошо определенный контекст, и это отличный дизайн на стыке хорошего дизайна и контекста, правильно учтен. Таких примеров много, я не знаю, мы часто пользуемся всякими устройствами, и они уже автоматизированы максимально. Это уже даже речь о том, что задачи дизайнерской фундаментальной, они справляются. Не просто определять контекст, но еще и автоматически, регулярно это применять. То есть мы учитываем старый опыт, но для формирования нового мы старый должны автоматизировать. То есть, и этот процесс происходит регулярно. И как бы чтобы так не пугаться всем этим вещам, мы и так это уже делаем. То есть это уже must-have современности, наверное, современного дизайна. И это происходит регулярно. Дальше подскажу пример, который этому соответствует. У меня как-то была ситуация, что мои знакомые спрашивали у меня: скажи, как дизайнер, тебе нужен ли дизайнер интерьера? И в противовес как бы сказали, сразу же привели какой-то пример из жизни, там, условно, уже точно не помню. Родители там сделали ремонт в кухне и сэкономили множество денег. Вот зачем тогда обращаться там к специалисту, если можно вот так? В ответ, я немножечко поковырялся в этом вопросе, да, действительно было интересно. И я узнал такой факт, что, например, для высоты рабочей поверхности на кухне рассчитывается, рабочая поверхность, ее высота рассчитывается по формуле относительно роста человека, который за ней работает. Вот.
И то есть я думаю, что дизайнер интерьера знает эту формулу, он может сделать вашу жизнь немножечко комфортнее. Вы за это будете отдавать свои деньги, и то есть это и было моим ответом на вопрос. Да и в целом можно очень многое в интерьере сделать по формулам определенным. Вот. Но тут есть и камень преткновения. Во-первых, хотел бы заикнуться о том, что формула есть автоматизмом, который решает задачи дизайна, а высота и ее нужно, и то, что ее нужно определить, это и есть контекст. Вот, это хорошо определенный контекст, который автоматизировали. То есть формула для определения высоты той же столешницы. Есть тут такие моменты, когда я даже это благодаря критическому мышлению поставил это под сомнение. Потому что как так? Ведь разные члены семьи имеют разный рост. Вот. И то есть то, что, то, где может быть удобно мужу готовить, может быть неудобно жене готовить. И нашел ответ на вопрос, когда просто внизу кухонного пространства встраивается такая штука, похожая на несколько ступенек. И это для тех, у кого есть весомая разница в росте. Вот. А сама формула говорит о том, что чтобы найти оптимальную высоту, то есть там все равно есть зазор на какие-то определенные цифры. 10-15 сантиметров примерно. Вот. Это про то, как адаптируется дизайн. То есть все равно есть момент, когда необходимо что-то встроить. И если мы говорим о кухне дома, то это одно. Если это кухня промышленная, в ресторане, где люди проводят на ней по 8, а то и более часов, то это очень важные вещи, и их необходимо учитывать. Вот. И здесь же я прикрепил картинку о том, что очень многое можно высчитать по формуле. Если ты знаешь рост человека, у тебя уже есть какое-то определенное первое значение, и от него уже очень легко отталкиваться и идти дальше. И так можно выстроить очень многое в квартире и сделать удобным проживание в ней. Прежде всего, возвращаясь к главной теме, это учет контекста. То есть тут определено, что, для кого, зачем и при каких условиях. И где. Вот. Без этого всего этой информации бы просто не существовало. Про автоматизм. Мы пользуемся фигмой, мы пользуемся фотошопом, пользуемся чатами, мессенджерами. То есть мы все эти вещи используем, и очень многих функций раньше не было. И это, опять же, к слову, о фундаментальной задаче дизайна. О том, что нужно автоматизировать очень многие процессы для того, чтобы двигаться дальше и создавать новые. Таким образом, окошко, которое помогает, окошко с шаблонами для форматов, для рабочих областей, в том же фотошопе, в Figma вообще это отдельный инструмент. Замечательный, прекрасный, обожаю. Их раньше не было. Вот. И я помню, когда необходимо было рабочую область каждый раз вводить вручную или же сохранять как-то это файлами отдельными на компьютере, чтобы потом открывать и иметь доступ. Вот. Сейчас это все в 2 клика, то есть ты экономишь уйму времени, уйму возможностей. И это замечательно, то есть фундаментальная часть дизайна, задача решена. Что же о жизни? Звучит доклад как значение и в жизни тоже. Вот. Есть такой момент, как смена контекста. То есть одна и та же бутылка воды может стоить разных денег. В супермаркете она $1 стоит, в спортзале $2, в баре 5, в самолете 10, а в пустыне она вообще бесценна. Вот, поэтому тоже, если мы будем правильно учитывать и определять контекст, уместным его делать, то он сделает наш информационный продукт бесценным. Вот, чего вам и желаю. Спасибо за ваше внимание.
Вот, если возникли вопросы, я очень надеюсь, что они возникли. Давайте дадим возможность родиться істині. Вот, якщо що, задавайте. Буває так, що дизайн додає додаткові сенси контексту. Думаю, да. Бывает, что это работает и в обе стороны, но это что мы можем назвать дизайном, наверное, революционным, когда такого еще не существовало, и ты хочешь прям порвать рынок или же донести что-то прям до людей, то да, он может задать новые контексты. Смотря, конечно, какой подход к этому всему. Но прежде чем добавлять дополнительный смысл контексту, нужно определить старый, правильно? То есть никуда не уйти от всех этих правил, где дизайн без контекста в вакууме находится. То есть мы опять же должны ответить на вот эти вопросы для того, чтобы понять, что мы хотим добавить нового и какой новый смысл внести. Возможно, это произойдет автоматически. В общем, спасибо. Спасибо большое. Приятного вам аппетита. Спасибо, что на меня посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будьте умничками. До новых встреч.